Всем привет! Очередной день на помойке. Напомню, купили люди виллу за 25 тысяч. Не получается 25 тысяч. Там на документы она потратила очень много, поэтому цифры чуть ли не под 50, под 60. Так что не все так сладко. Погодка на этой неделе будет супер. Все подсохнет, чуть уборку какую-то сделаю. Деревья мои цветут. Посмотрим, чего вырастет. Весна в полном разгаре. А это, по-моему, надо спилить. Камин у меня. Ma perché non si accende la luce? Non serve la luce. Questo bravo ragazzo ha pulito tutto. Guarda com'è dentro, bello. Guarda com'è bello questo ragazzo. Gira un po' la faccia. Bravo. Domani guarda, più o meno pulito. Sopra pulito. Наверху трубу почистил. Тут более-менее. Тут еще куча всего. Надо чистить. Посмотрим, что там снаружи. Говорю, что все надо, видите, сначала эти все верха, сливы, все вокруг дома, все мокрое, блин, все, ну ладно, здесь еще не дом, а здесь уже все плохо. Здесь все надо чистить. Все, я так и думаю, что отсюда она весело туда пропиталась настолько, что просушить будет сложно. Напомню, кто не смотрел, новым зрителям скажу, здесь была душевая кабинка, непонятно зачем, и так куча туалетов и ванных комнат. Сама хозяйка сказала, что это не надо развалить, да и я считаю, что это вообще просто сделано для пропитки стены водой. Все это сооружение. Вся эта стена сверху никак не защищена от воды была, то есть дождь попадал в стену, стена соприкасалась со стеной дома, и в общем полный капец. То есть люди все сделали для того, чтобы она поступала вовнутрь дома, а внутри дома они начали строить стены, чтобы спрятать плесень, как-то избавиться от нее. В общем, все через «Ж». Потихоньку идем вперед. Вон к дому, а внутри они думают... Guarda come corre quella, guarda, guarda.
Охренеть. Ну вот и хозяйка посмотрит, как здесь. Почему же у нас умедита? А вот потому что все идет в дом. Что-то придумаем. Пока надо тут прибраться. Ну и всем новым зрителям напоминаю, рекомендую, подписывайтесь, смотрите предыдущие несколько хотя бы видео. Ну так будете чуть в теме с моим сериалом, так сказать, покупка дома за 25 тысяч. Ну что, каждый раз повторяться, ну всем, кто уже смотрели, будет тоже скучно. Работы много, ну и по-любому, по-другому не получается. Я решаю проблему сначала заливки воды в дом. Ну и немного хочется убраться, потому что ну просто уже для самому ходить по этому всему просто противно. И надо потихоньку и заниматься мусором. Потому что первые дни просто глаза разбегались, я понимаю, вижу, где, сколько, что, как хочу сделать. Но просто настолько много, что ты должен что-то взять одно, сделать, потом брать другое. Ну, хотя бы пока позакрывал окна, какие-то там нашел контакты на покупку других. Там надо подождать, там пока не отвечают. В общем, такое, не все просто. Швабра сломалась, очень хорошо. А я все хвалю, что в Италии как бы более-менее все прочно. Ну ничего, я в Украине покупал валики, кисточки, так они ломались на второй день работы. Ну, здесь только швабры что-то слабенькие. Ну, или я слишком сильный. Нет, там мусор просто тяжелый. Справа это форно, ну, такая печь для пиццы. Она, наверное, тоже очень дорогая. Во-первых, тяжелая. И вокруг нее что-то было там построено. Вон куча плит там валяется. Я тоже думаю, восстановлю их. Ну, и вот такой вот приборяк мы зафигачили. Аж действительно самим приятно, более-менее что-то понятно стало, что это вода. Нашли какой-то слив, заваленный мусором. Туда вода вроде бы сливается, но все-таки частично она сливается к дому. Там вообще какой-то колодец, которым мы будем заниматься, переделывать вообще кусок. Но опять же, я это все обговаривал с хозяйкой, она хочет, как всегда, по минимуму. Ну вот по минимуму я вам и покажу, что я там придумал. Мы еще не ели, уже час дня. Идем хавать. Внутри тоже немного убрались, потому что все было завалено инструментом. Инструмента много у меня здесь, всякие шурупы. Очень много всего надо, ну, слава богу, все есть, просто надо по местам расставить. Это все предстоит восстанавливать. Здесь будет кухня, камин. Тоже потихоньку в процессе реставрации. Все это хорошо. Но то, что я там почистил, это не значит, что мусор как-то убавился. Он убавился там, зато прибавился тут. Все как по законам Менделеева. Если где-то что-то убудет, где-то что-то прибудет. Ну, в общем, надо... Подавайте, может, вы идеи, что мне тут делать с этим бассейном всем. Странно сделано, но ладно, переделаем. Задолбала уже эта раковина месяц забитая. Приготовили кофеек. Все в грязи, но по-человечески. Для прочистки канализации я купил такой насосик, который давление накачивает. Вот такая вот, ну, везде одинаковая система, называется Pozzetto. Эти все трубы. Вот то, что вы видели на видео, пробилась та труба, а с дома выходят такие. Еще одну проблему решил. Вода выходит. Пипец. Здесь труба выходит, там с той стороны еще. Ну, все, нормально. Камин работает, батарея работает, это работает. А то у меня таз стоял, он туда набирал воду.
Короче, нашли здесь какое-то соединение. Здесь черт голову сломит. Потому что вода выходит, но не так, как должна. Итальянскую систему. Сюда вот это вот все сливается. Это прямо в душевой. Такой слив. Это все. Но все равно здесь кухни нету этой трубы. И еще нашли, проверили вот эту. Сканула сифоната называется. Это с умывальника, с душа. Из биде сюда идет. С душа, с ванной. И все это сливается вот туда. Сука. Какой бардак здесь. Блин, похолодало что-то. Мне кажется, что сейчас снег пойдет. Я уже разделся до майки, было жарко. Все одел по новой. И так вот здесь весна такая. Чувствую, ночью дождь. Ой, дождь. Снег будет. Снега не было, это уже следующее утро. По пути ехали, купили уже вот эту стяжку готовую. Разгружаем. ¿Cuánto he pagato questo? В общем, сегодня буду... Блин, дубак с утра. Зона такая холодная. Сегодня покажу, чего я здесь придумал. Правильно, неправильно. Помните, что мне надо сэкономить. И будем заниматься сегодня этим куском. Купили материал. Это стяжка уже готовая. Особо там не выходит она дороже, чем песок-цемент. Здесь все высохло. Здесь вот лужа так и стоит со вчерашнего дня. Здесь все сухо, нормально. Ну и займемся вот этими всеми заливами. Видите? Вообще, я не понимаю, этот дом, я сейчас покажу кучу ошибок, которые здесь так не делается. Так розетки не ставятся внутренние. Либо она наружнее, либо она на высоте должна быть. Здесь все сделано просто неправильно. Также и окно, как я показывал. Туда великолепно заливается дождь. Крыша, я молчу. Здесь вообще ничего нету, чтобы вы понимали. Дальше. Здесь я тоже молчу про слива, которого нету. И все капает просто на пол и под стену. Вот типа такой должно быть розетки. Хотя бы. Но опять же место для нее совсем не подходящее. Вся эта гуайна, как она называется, она даже не приклеена. Здесь был, видите, я поставил там кирпичи, потому что при сильном ветре ее просто поднимает. Моя камера, которая мне помогает. В общем, купа такой работы, но вообще не продумано. Дом не продуман никак. Мариан? Buongiorno. Va bene? Buongiorno dottore, buongiorno. Здесь чистенько, но зажгем опять камин. А, сейчас я покажу. Мы согреемся с утра. Что я купил? Одну штуку. Блин, представляете, попал я с этим аппаратом. Купил, чтобы прогреть стены хорошо, да и вообще для отопления, пока она работает от газового баллона. И она была сломана. Я час потратил на вот это собирание соединения. Не мог понять, что. В конце оказалось, что вентилятор, который должен гнать воздух, он просто тупо не включился вообще. Я пока сообразил, то есть нажимал, там есть одно пьезо зажигает газ, и это другая кнопка пускает газ. Ну, то есть оно должно потом отпустить кнопку, по идее, оно должно гореть само. Что-то не то и что-то не так. И не могли понять, вот эту купу времени потратили, и вечером я завез ей обратно.
Стоило это аппарат этот 180 евро, не знаю. Вот я зашел, у меня в Ферраменте здесь, в этом магазине в хозяйственном, распродажа, они закрываются, ну и скидки большие были. Это мне они отдали за 90 евро. В общем-то, мне она очень нужна была, я и хозяйку предупредил. И тут вот это столько времени потерял. Ну, сказали, что либо они закажут новую, мне поменяют, потому что я последнюю вообще забрал. И посмотрим, пока что ни деньги не вернули, эту пушку забрали. Ну, просто здесь маленький городок, напомню, я живу, и все друг друга знают. Обещали, что мне решат эту проблему. Давно у меня такого не было. Совершенно новая вещь. И буквально сразу там вентилятор не включался, из-за этого получался перегрев. Понесу обратно в магазин. Посмотрим, что скажет. Сейчас нам надо залить сюда специальную кислоту. Она чудодейственная. Нету ничего лучше для канализации, чем эта штука. Напомню, что вначале я вроде бы пробил, потому что вода вообще сначала не выходила. Но должна она выходить лучше. И вот это вот самая большая ошибка, когда вроде бы пробивают чуть-чуть, а внутри труб остается очень много. Смотрите дальше. Залили кислоту. Сейчас Марьян зальет воды и даст этой помпой давлением. Посмотрим, что выйдет. Non è che ha scogliato il tubo? Come? Non è che ha scogliato il tubo? Заодно я изучаю всю систему, как что здесь устроено, какая труба куда вытекает, что откуда идет, потому что это тоже важно знать. А здесь все, так сказать, нестандартно. Марьян туда что-то заливает воду, она куда-то затекает и оттуда с трубы не вытекает. Не поймем, что происходит. Вот это купу времени потеряли, не знаю, часа полтора как минимум. Però dove va? Se non esce là dove va? О, говно по трубам называется. Аматься. Видите, как работает кислота классно? Вот слышно, как моя помпа насос дает давление, чуть-чуть пробивает. Не знаю, может вам и противно смотреть на это все, но для меня это кайф, потому что, ну, наконец-то причину нашел. И все это вышло, можно жить спокойно, пользоваться канализацией. Поверьте, у вас у всех тоже там этого добра достаточно. Bene, tutto bene. Andato pieno di merda. Sì. Perfetto, funziona. Contento? E certo che sono contento. Sono un grande idraulico vicino a me. Dico ancora adesso, eh? Va, perfetto. Вот такие мы гидравлики. Работает. Мы набрали сейчас этот умывальник. Здесь вот, говорю, тоже есть. 15 секунды. Ой. Здесь мы соединили эту трубу, куда заливали, потому что она идет туда. И сейчас я иду посмотрю, что еще выйдет под давлением. И сейчас пойдет с умывальника уже через всю трубу. Посмотрим, что выйдет. Видите, сколько грязи, сколько я уже туда залил воды, и она и выходит, и выходит. Откуда она там берется? Sì, bene.
Здесь вообще такие у меня тоже есть, но короткая и работает, что-то не очень качество. Можно запихивать внутри трубы видеокамеру и смотреть, что там происходит. Ну, думаю, не очень интересное видео было бы. И вот, если меня кто-то бы позвал такое сделать, вот такую сложную прочистку, как мы сделали с Марьяном, минимум 150 евро бы стоило. Я не знаю, кто у кого как, потому что гидравлик приходит просто, чтобы прочистить небольшое там забитие трубы с умывальника, 70-80 евро. Для этого, опять же, он приходит и с этой кислотой, которую надо знать, что купить, с оборудованием, которое дает либо под давлением чиститься, либо какие-то моллы, которые вот эти прочищают внутри. А есть еще, что в трубу засовывается типа вот эта вот проволока вместе с напором воды. Это вообще сложная система. Там еще бы дороже стоило. И совершенно не важно, сколько вы времени потратили. Цена такая, и все. Так работает в Италии. Ну и сегодня разозлился, психанул, опять механики тут рядом есть, опять бери аппунтаменто, то есть записывайся в очередь. А я уже проехал 15 тысяч километров, а надо после 8 тысяч километров менять. И я езжу на длинные расстояния, уже масло в багажнике валяется, фильтр купил. Психанул с Марьяном, говорю, давай час потратим, я уже решу эту проблему. Потому что, как всегда, я не доверяю им. Вот я, допустим, вижу, что пробка-то не откручивается. Возможно, я нашел способ, сейчас покажу вам, как я слил его. Возможно, что и они также сливали, но там, возможно, и оставалось грязное масло. А я еще вот прочистил такой вот штукой, купил. Заливаешь в масло в двигатель, и минут 10-15 оно должно проработать. Оно чистит движок. И думаю, что это будет полезная процедура. Около 15 евро заплатил. Ну да ладно, за раз в 7 лет можно такое залить. Ну и помните, кто смотрел мой канал, я часто ковыряюсь на парковках. Ну а здесь вообще клондайк, вы шо, столько территорий, никто тебе ничего слова не говорит. Там масло подтекло, ну и фиг с ним, песочком что-то там протер, засыпал. Ну, в общем-то, я все аккуратно сделал. Марьян, когда фильтр менял, забыл, что там масло внутри. Ну, что делать, не откручивается. С этими механиками, как говорю, не хочу связываться. Вот механику оставишь, а иди знай, поменял он новый фильтр, а может он вообще его старый отдал, вот, ну, то есть оставил. Я настолько даже не доверяю. А Марьян, кстати, свою машину сам боится ремонтировать. Ну, со мной любит поколупаться. Ну, вот это вот 15 тысяч километров прошло. Вот этой штукой я вымакивал там остатки, которые где-то чуть-чуть остались, грамм 500, может быть. Многие, наверное, спросят, а куда ж ты теперь его вылишь? Ну, не в землю, что-то мне все равно жалко. Есть специальные такие контейнеры у нас для масла. Ну, я вижу, там в основном подсолнечное выкидывают. Ничего, она вылью в канистру, отвезу, поставлю к той же в купу к этому маслу. Разберутся они, что с ним делать. И уже еще сразу, я уже не снимал этот момент, поменял один стоп, лампочку. Еще не снял в этот же день, я отвез 3 мешка мусора. Думал снять там, но там такой злой дедок попался. Документы давайте, а то мне привозят сюда разный мусор, непонятно кто. Мы продолжаем нашу основную работу. Обед. Мой обед. Сняли плитку, пытался я ее аккуратно снять, но, скажем, 20% все равно разбилась. Теперь мне будет ее немного не хватать, надо будет что-то придумывать. Легче, конечно, работать, когда ты раз все меняешь, то есть тебе привезли новую плитку, но здесь как-то не так, и надо что-то изобретать.
Ну, вот такая наша жизнь на стройке. Пишите, интересно вам, не интересно. Всегда я говорю, что выгодно быть универсалом, потому что и работа разнообразнее, и легче найти работу, когда все умеешь. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, помогите моему каналу чуть-чуть быстрее развиваться. Смотрите предыдущие видео, кто не видел. Ну и в новых видео будет уже все чище, интереснее, интереснее. Всем пока, до новых видео.